Добрый день, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами свяжем тапочки. Недавно мы с вами рассматривали, я говорила о пряже Макоша, трикотажная пряжа, да, и вот девчонки мне прислали пряжу, прислали вот такой пушок, и мне захотелось связать тапочки. Сейчас у меня вот на одном только пушок, потому что я заказала второй, он еще у меня едет. А тапочки я уже связала и готова с вами поделиться, как мы это с вами можем сделать. По расходу пряжи. Вот видите, у нас вот такая вот с вами толстая подошва и достаточно глубокие тапочки. У меня ушел моток вот такой вот пряжи. В нем у нас толщина 7-9, длина 100-110 метров. У меня ушло чуть больше. Я могу сказать, что может быть еще на метров там 20, где-то так, плюс, да. Ну, то есть в любом случае, если мы покупаем, то один моток может не хватить. Или сокращаться у нас в район подошвы. Сокращать, может быть, допустим, не такие глубокие, может быть, делать одну лямку, а не вот такие вот как бы зимний вариант, да, глубокие тапочки. Поэтому я разберу с вами этот вариант, а вы уже можете решить, что вам делать. То ли, может быть, сделать какую-то резиновую подошву, на нее привязать, допустим, вот этот вариант. Ну, это для тех, кому дорого, допустим, взять 2 мотка. Или же мы берем с вами 3 мотка, и у нас тогда точно получается 2 пары тапочек. В семью можно связать, да? Вот у нас с вами сегодня будет такой урок. Крючок у нас будет 7, номер 7. Вы можете выбрать чуть-чуть и больше, можно и 8, можно и 10. Кстати, если крючок возьмете немножко больше, вполне возможно, что вам хватит и одного мотка. И вот по желанию можно заказать вот такой вот пушок. Нет, значит, можно оставить без пушка, или можно придумать здесь какое-то свое украшение. Это уже, в принципе, ваши фантазии и желания. Итак, приступим. Итак, начнем мы с вами вязать тапочки с подошвы. Вязать я буду вот с такой пряжи. И расчет я буду делать именно для такой пряжи. Это трикотажная пряжа Макоша. Размерный ряд у нас 7-9 мм. Это ширина ниточки. Что такое ширина ниточки? Это вот, если мы ее так распрямим, да, вот это они позиционируют вот так вот. Почему я так говорю об этом? Потому что я пробовала вязать с других ниток по расчету, то тут уже вы сами будете рассчитывать. У меня вот подошва рассчитана на размер 38-39. И отсюда мы с вами будем работать. Больше-меньше вы можете уже добавлять количество петель, естественно, она у вас будет получаться на другой размер. Если я замерю, смотрите, вот свою подошву от начала до конца, у меня, вот видите, получается 26,5 сантиметров. По стандарту 25,5 это 39 размер. Но у нас это все-таки тапочек, для того, чтобы он был более свободным, нигде ничего не давило, не мяло. Да, вот как бы внутренняя стелька у нас получается вот 26,5. Поэтому я и говорю, что размер 38-39 вполне будет хорошо. 40 уже будет маловато, пятка будет свисать. Поэтому, согласно вот этого расчета, вы сможете сориентироваться, кому нужно больше, кому нужно меньше. Вязать я буду, вот крючок у меня 7, семерка, да, и ниточка Макоша. Размерный ряд 7-9. Напоминаю, для того, чтобы потом, если вы возьмете какую-то другую нитку, у вас не было несовпадений. Начинать мы с вами будем. Да. Хочу сказать, вязать мы будем, одна подошва состоит из 2 половинок, одной и второй. Они вяжутся совершенно одинаково. Но одну половинку мы с вами вот как сделаем. Мы обычно набираем с вами первую петлю, да, вот взяли небольшой хвостик и набрали. То есть одна половинка у нас набираться будет с маленьким хвостиком,
а вторую половинку мы должны где-то чуть больше метра сделать вот такой вот хвостик. Почему? Потому что мы с вами сделаем вот такую вот красивую дорожку. Начинаем мы с вами вязать вот с первой воздушной петли. Так, не сильно ее затягиваем и вяжем 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цепочку из 18 воздушных петель мы с вами связали и считаем. Вот у нас с вами, смотрите, 1, 2, вот в третью петлю я захожу и провязываю первый столбик без накида. Итак, по всей цепочке мы с вами проходим, вяжем столбики. Их у нас с вами должно быть 15. 1, 2, 3, 4 и вот 15. Вот 15 столбиков мы с вами связали на нашей цепочке. У нас остался вот последняя петля, и в нее мы с вами вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2. Вот этот хвостик, который мы с вами оставили, остается у нас. Мы его не ввязываем. 3, вот 4 и вот 5. 5 столбиков. Далее мы с вами начинаем вязать наши столбики без накида. Вот видите, вот наш первый столбик, мы зашли в него, то есть и в обратную сторону у нас должно быть 15. 1, 2, последняя моя петля, 15. Так, и у нас вот с вами здесь остается, как бы помните, были 2 петли подъема. Мы в них должны с вами провязать 3 столбика без накида. 1, в эту же точку, 2 и 3. Это у нас с вами столбики поворота. Так, и вот здесь мы должны с вами сделать соединительную петлю, сделать одну петлю подъема, и мы продолжаем с вами вязать. Вязать мы сейчас будем с вами 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 8 мы с вами вяжем полустолбик с накидом. Видите? И дальше мы с вами вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, вот 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Это последний столбик до 5 столбиков поворотных. Видите, вот, а тут у нас уже пошли вот последний столбик, а здесь у нас с вами 5 поворотных столбиков. В каждый из них мы будем вязать по 2. То есть в итоге должно получиться 10 поворотных столбиков. Вот 1, вот в первую же петлю 2, во вторую тоже 2. Это будет 3, 4. Вот смотрите, мы все 5 столбиков провязали, и здесь у нас с вами будет 10. Мы дошли до начала вот вязания этих. И здесь у нас опять-таки 7. 8 у нас будет полустолбик. То есть мы все делаем с вами зеркальным. Вот так вот 1, 2. И так до 7.
7 столбиков связали. Вот у нас с вами 8 полустолбик. И теперь переходим на столбики без накида. И мы вяжем с вами до поворотных столбиков. В поворотных столбиках мы тоже с вами увеличим количество петель. Итак, вот смотрите, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7 столбик. Вот у нас 3 петли поворотные. В каждую из них мы с вами провяжем по 2 столбика без накида. Без накида мы вяжем столбики с вами. Вот 1, 2, это 1 петля, вот 2 петля. У меня крючок 7. Вполне возможно, что можно было бы взять и 8. Тогда же вы же понимаете, если будет 8, значит тогда нужно вам будет рассчитать вот согласно вашего размера петли. Почему? Потому что значит он будет немножко свободнее вязаться, да, и будет более такой рыхлый, рыхлее, нельзя сказать, что рыхлое, но будет увеличиться в размере. Вот мы с вами провязали 1, 2, 3, вот наша петля, вот это соединительная. И теперь смотрите, наш последний ряд мы провязываем с вами до вот получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 мы провязываем с вами столбиками без накида. А дальше по кругу, по всему кругу мы будем связать вас столбиками, полустолбиками с 1 накидом до момента, где у нас опять будут столбики без накида. И в поворотной части мы тоже с вами добавим столбиков. То есть сейчас мы с вами что делаем? Мы переходим на вот следующий ряд и вяжем столбики без накида. Вот так. Вот так. И постепенно продолжаем. Столбиков есть. Далее делаю накид и вяжу полустолбики с накидом до момента поворота. Итак, вот смотрите. Видите, вот наши столбики, те, которые были поворотные, с 1, 2. Это последний 7 столбик. Сейчас мы что делаем? Делаем накид. В первый столбик поворотный мы провязываем с вами 1 полустолбик с накидом, а во второй мы провязываем 2. 1 и 2. Да? Накид. Вот у нас опять 2 столбика с 1. В первый мы провязываем 1, во второй провязываем 2. Так мы провязываем с вами все поворотные столбики. Так довязываем. Итак, мы провязали, видите, поворотные, ничего не собирается, все аккуратненько ложится хорошо. И далее мы с вами довязываем столбиками, полустолбиками с накидами до момента, откуда начинаются у нас столбики без накида. Вот так вот. А вот здесь мы с вами перейдем на столбики без накида. Итак, вот мы с вами дошли до поворота, да, последний столбик. А как вот здесь мы помним, что в одну мы вяжем 1 столбик, во вторую 2, 1, 2, 1, 2. И в принципе мы с вами завершили вязать нашу вот стельку для тапочек. Столбик 1, во второй мы вяжем 2, 1 и 2. Так. 1 столбик, во второй 2, 1 и 2. Так, и у нас остается с вами вот еще 1 столбик и 1 и 2. И на этом, в общем-то, по размеру вот так вот соединительная петля, да, соединительная петля, и мы теперь можем с вами
соединить красиво так, чтобы не портить внешний вид нашей тапочки. Что мы с вами делаем? Нам нужно получить красивый край, да? Я взяла тоньше, да, вот мы с вами вытянули нитку, обрезали, вытянули. И теперь смотрите, я взяла тоньше ниточку, вот захожу под петлю и ее как бы протянула, да? Вот у нас как бы край повторяется. Теперь мы должны вернуться с вами вот в эту начальную как бы точку. Я захватываю вот ниточку, захожу сюда, но даже мне не сюда, мне нужно вот сюда. Сейчас посмотрим. Видите, если мы подтянем, то у нас сохранился наши вот эти вот арочки, наши колоски, или как они, петли, задняя, передняя стеночка. У нас все хорошо получилось. Но только вот эту хвостик нам нужно спрятать. А спрятать мы можем вот так вот, заходя в наши вот петли. Это у нас как бы лицевая сторона, а это изнаночная, да? И с изнаночной стороны мы с вами закрепляем нашу нитку. Закрепим и потом уже соединим две наши подошвы. Так вот у меня связались две части, как вы видите. На одной части, мы как договаривались, у нас достаточно длинный хвостик, а вторая у нас без хвостика, все спрятали. Теперь мы должны соединить с вами, вернее даже так, мы давайте на лицевую сторону вытянем нашу вот нитку, вот эту, и наша подошва, вот она одинаковая, да? Мы теперь должны их связать. Давайте сначала свяжем центральную, я бы сказала так. Нам нужно соединительными столбиками пройтись и сделать красивую бороздочку. Вот, видите, вот петля, вот наша нитка. Мы заходим вот поочередно в наши столбики, даже вот он столбик, вот этот правильный будет видно, и провязываем соединительную петлю. Вот так. Следующую зашли, провязали. Видите, в следующую петлю зашли, захватили нашу нитку, затянули. Вот это немножко у нас растянулось, да, надо ее подтянуть, чтобы у нас все были стежки ровные, красивые. О. Вот так. Видите, что у нас с вами получается, какая дорожка? Вот так. И вот так. Вот в итоге мы с вами сейчас соединим все и должны получить с вами вот такую вот дорожку. Итак, смотрите, вот мы сделали с вами косичку. Последняя наша петелька. И я ее предлагаю протянуть вот эту нитку вовнутрь, подтянуть. Видите? И теперь мы с вами можем вот эту ниточку точно так же спрятать, как и все остальные во внутренней части, получается, нашего подошвы нашего тапка. Вот так вот. И теперь мы сейчас с вами провяжем. Так, и теперь можно вот обрезать лишнее. Обрезали. Теперь наша задача соединить эти тапочки, вот две половинки тапочек между собой, чтобы получить вот такую вот красивую как бы подошву. Видите? Что мы для этого с вами делаем? Что мы делаем? Опять-таки, смотрите, вот эту косичку мы тоже с вами должны пропустить тоже по как бы лицевой стороне, да, вот с изнаночной у нас нет косички, а с лицевой, то есть мы должны с вами вот захватить нашу, допустим, вот две петельки, протянуть
вот этот хвостик взять и его определить вот сюда между двумя половинками. Да? И теперь мы захватываем с вами одну вот подошву, вторую и провязываем с вами соединительной петлей. Одну часть, вторую соединительной петлей. То есть важно, чтобы они у нас были одинаковые, да? Вы это понимаете, тогда нам будет проще все это соединить. Все это будет красиво смотреться. И так, в общем-то, мы с вами проходим по периметру нашего тапочка. И вот, видите, получается здесь и с изнаночной стороны. Итак, я сейчас пройду все петелька в петельку. Итак, смотрите, я вот прошла соединительным столбиком по всему периметру наших двух половинок. Да? Вот последний я уже отрезала. И вот последняя была петля. Мы ее сейчас вот так вот вынимаем. Да? И нам нужно с вами опять-таки здесь сделать красивую петлю. Да? Так, чтобы оно хорошо смотрелось. Мы опять с вами заходим вот так. Так, видите? Поправить. Здесь нужно, чтобы у нас... И зайти вот теперь вот сюда. Вот так. И теперь нам нужно с вами вот этот вот хвостик постараться заправить вот в это, вот в эти вот петли, так, чтобы это было не видно и красиво. Да, вот мы с вами сюда зашли. Возможно, как-то нужно пройтись вот сюда. Мне под камерой не очень удобно это делать. Да, вот видите, постепенно вот так вот пройтись. Ну и постепенно, я так думаю, вы спрячете, я тоже, потому что камера не позволяет мне разворачивать, и не получается больше, чем расстояние между камерой и этим моим тапком. Итак, подошву мы с вами связали, насколько позволяет камера. Вот одна и вот вторая. Вот это у нас будет наружная, это у нас будет внутренняя. То есть там, где у нас вот этот колосок, мы на него будем, на пол он будет идти. А сюда у нас будет, мы будем с вами привязывать, ну скажем, именно верхушку тапочка. Я уже как бы начала вязать. И сейчас мы с вами разберем, как можно ее связать. Для начала мы с вами определим вот центр, так, и отметим маркером. Любым. Хотите ниточкой, хотите пластмассовым маркером. У меня они все время теряются, поэтому мне проще ниточкой. И мы отсчитываем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отметили. И в обратную сторону тоже 10 отметили. И теперь мы с вами начинаем вязать наш верх тапочка. Я возьму немножко тоньше крючок, для того, чтобы было проще заходить. Вот сейчас маркер я уже уберу. Да, вот мы с вами вот в эту, можем вот в эту, можем прямо вот сюда закрепиться в первый. Вот так вот зайти, захватить нитку, ой, и протянуть. Так. Вот этот хвостик мы сразу уже можем ввязывать, да? И мы с вами по периметру провязываем 10 столбиков без накида. Можно
Ну, как бы я ввязывала вот за вот этот вот, за одну из сторон нашей петли. Вполне возможно, что кто-то захочет попробовать прямо вот ввязываться вот в эту, вот видите, вот в эту перемычку. Ну, можете попробовать так, но это достаточно плотная, и мне еще и под камерой не очень удобно. Поэтому я вот провязываюсь вот так. Вы же решаете сами. Видите, мы вот так вот ниточку спрятали одновременно и провязываем. С одной, получается, стороны 10 столбиков без накида, и с другой стороны 10 столбиков без накида. Я прошла вот 10 и в обратную сторону 10. Но с этой стороны нам желательно с вами закрепиться понадежней. И я предлагаю вот в эту перемычку зайти и провязать соединительный столбик. Вот так вот. Видите? Вот у нас с вами первый ряд. Теперь возьмем наш крючок семерка в данном случае в моем и будем вязать следующий ряд. Мы с вами развернули наше вязание, и теперь вот во второй столбик мы провязываем с вами один столбик, и в следующий провязываем второй столбик без накида. Теперь мы с вами провязываем 2 полустолбика с накидом. Вот один и вот второй. Есть. Теперь мы с вами сделаем, то есть если мы с вами будем вязать ровно, то наше полотно нашего верх тапочки будет подниматься. Нам нужно его скруглить. Для того, чтобы скруглить, нам нужно сократить количество петель. Как мы это будем делать? Я делаю накид и провязываю один недовязанный столбик с одним накидом и второй недовязанный столбик с одним накидом. Видите, мы теперь их соединим в одну вершинку. То есть как бы мы из 2 столбиков сделали один. И у нас, видите, наша верхняя часть тапочка начала сокращаться. Следующий мы с вами сделаем столбик с одним накидом. Так, чтобы у нас, в общем-то, было более аккуратно сокращение. Следующий мы опять-таки с вами сокращаем. Один недовязанный и второй недовязанный. Да, и как вы видите, мы с вами практически выходим на центр. Так, и вот столбик с одним накидом у нас идет по центру. Вот так вот. Вот, смотрите, что у нас с вами получается. Видите? И мы делаем с вами еще одно сокращение. Накид. Вот так. Один раз. Накид. Второй раз. О, все, убежало. Второй раз. Так, и опять соединяем их вместе. И опять мы с вами делаем столбик с одним накидом. Если говорить о зеркальности, да, или о том, чтобы у нас была какая-то очередность, то дальше нам нужно с вами сделать полустолбик с накидом один и полустолбик с накидом второй. И далее мы с вами будем вязать. Видите, у нас так хорошо закругляется. Далее будем с вами вязать столбики без накида. Вот у нас один. Вот у нас с вами второй. Третий столбик. Вот у нас четвертый столбик. Да. Давайте мы сделаем с вами пятый столбик вот в то место, откуда начинали. Вот так вот. И сделаем еще один столбик. В следующую петлю у нас как бы будет вот с вами шестой. Вот так. Мы увеличили. Видите, удлинили
наш вот этот верх тапочка, так, чтобы она дальше заходила на ногу. Теперь мы с вами поворачиваем наше вязание. Вот оно. Видите, как мы сократились. Если опять-таки будем вязать без сокращений, опять оно будет у нас расширяться. Наша задача сократить, вот сделать овал у нас вверху. Поэтому я захожу, делаю столбик без накида 1, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Теперь я делаю 2 полустолбика. Вот 1 полустолбик и 2 полустолбик. Вы можете, если вы вяжете тапочки, допустим, на себя, можете примерять, насколько хорошо он огибает вашу ногу. Так, полустолбик. Теперь у нас с вами идут 2 столбика с одним накидом. Вот 1 столбик и вот 2 столбик. Ну и теперь нам нужно с вами сократиться. Да? Видите, как оно пошло? Значит, поэтому мы сейчас с вами сделаем 1 раз не довязали, 2 раз не довязали, да? И теперь провязали все 3 вместе. Сделали 1 столбик, видите, он как бы у нас центральный получается, 1 столбик с накидом. И, конечно, мы с вами закруглили еще. Сделали одно сокращение, 2 столбика не довязали и соединили в одну вершинку. Ну, вот смотрите, как замечательно все село, да? Теперь опять-таки столбик с одним накидом 1 и сделаем столбик с одним накидом 2. Теперь у нас с вами 2 полустолбика, 1 и 2. И нам нужно с вами еще сделать столбики без накида. Естественно, мы с вами немножко продлим нашу верхнюю часть. То есть мы с вами делаем столбик без накида 1. Мы делаем в то место, где у нас уже начиналось наше вязание, да? Вот он, 2. И мы с вами сделаем, можно так подтянуть, ведь нехорошо растянулся. Вот так. Это у нас 2 столбик. Опа. И нам нужно с вами продлить, да, и желательно закрепиться так, чтобы мы закрепились с вами вот за эту и за вот это ребро. Это было более надежно. Мы с вами сейчас сделаем соединительный столбик. И вот смотрите, что у нас с вами, видите, получилось. По-моему, хорошо, да? Вот эту часть вы можете регулировать самостоятельно. У кого больше пойдем, у кого меньше пойдем, да? Итак, мы его закрепились еще одной соединительной петлей. Поворачиваем наше вязание. Вы наблюдаете за тем, насколько вам нужно сокращать. И вяжем дальше. Вяжем с вами следующий 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, так и 3 столбик без накида. Три столбика. Теперь мы делаем с вами полустолбик с накидом. Вот так вот, да. Теперь мы с вами сделаем сокращение. 1 недовязанный и 2 недовязанный. Так, сократили. Теперь мы с вами сделаем 1 столбик с накидом. Теперь мы с вами опять сделаем сокращение, где наш вот 1 недовязанный, вот у наш 2 недовязанный. Так, сократили. Вот смотрите, что у нас с вами, видите, как постепенно ножку огибает. Теперь у нас
Смотри по своему размеру. Я предлагаю сделать полустолбик, как бы зеркально, так как мы с вами делали, да? Немножко сократиться, сделать еще один полустолбик и опускаемся столбиками без накида. Вот 1, 2, вот 3. Смотрим. Вот, видите, уже. И довязываем. Вот у нас 3, 4 и 5 столбиков без накида. Последний. Я думаю, что все-таки нужно сделать соединительный столбик. Хотя, в принципе, опять-таки, это можно сориентироваться уже по своей ноге. Может быть, подъем очень высокий, можно не делать. А можно все равно сделать вот такую вот, как бы в ту, откуда мы с вами начинали, я бы сделала бы еще один соединительный столбик. Ну, чтобы как бы скруглить, да, нашу верхушку эту. Вот так вот. И немножко подтянуть. Опа. Вот смотрите, так, мне кажется, так оно как-то гармоничнее смотрится, правда? Можно сделать одну петлю, как бы подъема. И вот тут вот мы с вами можем уже решать, достаточно ли нам или недостаточно делать вот это закругление. Итак, мы с вами соединились вот в том месте, где начинали, ну и нам нужно еще с вами провязать пару столбиков без накида для того, чтобы увеличить вот наш вход. Таким образом мы с вами увеличим вот так вот, да? Теперь мы опять-таки повернули вязание и продолжаем вязать. Что мы делаем? Мы с вами вяжем один столбик без накида. Мы с вами вяжем второй столбик без накида. Вот так, второй. Подтянули. Вот у нас третий, четвертый. Теперь мы с вами вяжем полустолбик 1, полустолбик 2, да? Теперь мы с вами вяжем один столбик с накидом, и теперь мы с вами сократимся. Один недовязанный и второй недовязанный. Сократились, да? Столбик с одним накидом. Угу. Теперь мы с вами еще сократимся. Один и второй. Так. Теперь столбик с одним накидом. 2 полустолбика, 1 и второй. Так, и вяжем столбики. Столбики без накида. Вот у нас 1. Второй у нас будет прямо вот, как бы говорится, то, откуда мы с вами начинали. Второй. Мы сделаем третий. Да? И четвертый. Но четвертый желательно так, чтобы мы захватили с вами еще и вот эту перемычку. Вот так.
Но опять-таки я еще раз говорю, что вы это можете делать по своему усмотрению. Да? Я предлагаю провязать еще один ряд. Мы повернули с вами вязание и вяжем опять-таки один столбик без накида, второй, третий, четвертый, так я предлагаю сделать полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, да? И так. Так, и вот сейчас мы можем с вами что сделать? Сделать сокращение. Сделать один, сделать второй недовязанный и сократиться. И теперь у нас один есть полустолбик, ой, вернее, столбик с накидом. Теперь у нас идет полустолбик. Вот. Смотрите, как у нас получается глубокий, хороший тапочек. Можно было оставить и так, кому удобно, да? Теперь у нас идет столбики без накида. Мы опускаемся дальше. Ой, вот эту ниточку, эту петельку нужно подтянуть, чтобы красиво было. Вот так вот. 1, 2. Ох. Вот 3. Вот 4. Да, и вот 5. 5. Вот здесь мы с вами делаем как бы 6-й столбик. И можем соединиться соединителем столбиком, вот захватив еще и вот эту перемычку. Теперь у нас остался последний ряд, вот соединительный, да? Ну, достаточно получился глубокий, хороший тапок. Теперь мы с вами его обвяжем по кругу. Что я предлагаю? Я хочу сделать одну петлю подъема. Или даже не нужно делать. Мы сразу с вами начинаем обвязку столбиками без накида. Просто по кругу идем столбиками. Вот так. Вот получается у нас с вами, как видите, на виду косичка. Если кто заканчивает, допустим, с этой стороны, нужно будет оборвать и начать обвязку именно вот с этой стороны, для того, чтобы у нас на виду была вот такая вот красивая косичка. Вот так. Так, вы видите, я прошла столбиками без накида вот по всему верху периметра, да? Теперь мы с вами дошли до вот этого края. Нам нужно и здесь продолжать дальше. Вот так. И переходим с вами вот в эти перемычки. И тоже будем с вами обвязывать столбиками без накида. Так. Можно захватывать и вот эти, для того, чтобы было надежнее. Вот такие по кругу.
Видите, но я сейчас немножко переделаю. Почему? Потому что мне под камерой неудобно захватывать более вот эти вещи. Мне просто сил не хватает на вытянутых руках, поэтому я его подвину к себе немного ближе. Вот. И захвачу вот здесь и обвяжу дальше. Так, вот смотрите, я обвязала все столбиками без накида. Теперь наша задача обрезать и спрятать ниточку. Но пока я вязала, мне показалось, что, хотя вот у меня второй тапочек еще не довязан, мне показалось, что все-таки лучше оставить задник без вот этой вот обвязки. Вы же вправе делать, вот у вас два варианта, вот такой или же такой, ну то есть выполнить полностью весь заход ноги, вот эту вот верхнюю часть, да, и опять-таки у нас по поводу украшения. Мне очень понравился вот этот вот пуховичок, да, вот смотрите, мы его там раз и закрепили. Вот у нас с вами какой получается красивый тапок. Да, ну а насчет задника вы решаете самостоятельно, вам сделать такой или такой. Вот, пожалуй, и все. Да, напомню с вами, что мы с вами вязали вот с такой вот пряжи. Макоша. Ширина нити 7-9 мм. Цвет электро. Длина 100-110. Мотка не хватило, где-то моток с небольшим, допустим, то есть как бы вот чуть-чуть не хватило, чтобы довязать вот этот вот одну верхушку. Но опять-таки это для размера 38-39. Меньше размер, может быть, как раз хватит, на больше нужно будет больше вам пряжи. Вот и все. На этом моменте я хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов и до скорых встреч.